Джон прекрасно проводил время на рыбалке, пока не разразился шторм. Случилось невероятное, и он оказался на необитаемом острове. Когда он спрыгнул на берег, его лицо сразу побледнело. Джон готовился начать рыбалку, когда заметил, что воздух, который когда-то был теплым, внезапно стал холодным. Он почувствовал, что надвигается сильный шторм. Он должен был немедленно вернуться на сушу. Отказавшись от своих планов по ловле рыбы, Джон поспешил к приборам управления лодкой, включил двигатель и включил компас. Воспользовавшись ее направлением, он развернул лодку, затем передвинул рычаг переключения передач вперед. Лодка рванулась вперед, разбрызгивая воду во все стороны. С каждой секундой воздух становился все холоднее. Через 2 минуты солнце полностью скрылось, и небо затянули темные тучи. Уже смеркалось, когда Джон устремился к суше, надеясь, что его не застанет надвигающийся шторм. Однако погода не могла ждать, пока он доберется до безопасного места. Небеса внезапно разверзлись и выплеснули все свое содержимое на землю. Пошел проливной дождь, сопровождаемый сильным ветром, который обдувал лодку со всех сторон. Капли дождя, похожие на мелкие шарики, больно ударялись о кожу Джона. Вода постоянно слепила его, мешая видеть, куда он направляется. Стрелка компаса беспорядочно металась по сторонам света, когда Джон, пошатываясь, пытался управлять лодкой. К тому времени лодка набрала значительное количество воды из-за сильного дождя, и он горячо молился, чтобы не утонуть. Небо прорезала зубчатая молния, на секунду осветив море. За этим немедленно последовал оглушительный удар грома, от которого лодка содрогнулась до основания. Страх пронзил Джона насквозь. Но все, что он мог сделать, это попытаться сосредоточиться на том, чтобы добраться до безопасного места. Вскоре начали подниматься волны, которые, казалось, обрушивались с удвоенной силой, возвышаясь над его лодкой. Лодка. С паническим криком Джон отплыл в сторону как раз в тот момент, когда волна обрушилась на него. Когда она упала, часть ее ударилась о лодку, отбросив ее в сторону и заставив Джона чуть не перевернуться. Однако ему удалось удержаться на ногах, и лодка выровнялась. Несколько секунд спустя к нему приблизилась еще одна волна, еще большая и ужасающая, чем предыдущая. Волна была прямо у него на пути, и он не успел вовремя убраться с дороги, когда чудовищное существо обрушилось на лодку. Она была настолько массивной, что у Джона не было ни единого шанса выстоять против нее. Его грубо оттащили от штурвала, ударив спиной о столб, после чего выбросили за борт. Вода была очень холодной для его тела. Он с ужасом наблюдал, как лодка перевернулась и сразу же начала тонуть. В голове у него бешено стучало. Должно быть, он ударился головой о какую-то часть лодки, когда его выбросило за борт. Однако, тем не менее, он пытался оставаться в сознании и бороться до конца. Когда он выбрался из воды, все его тело сильно болело, его ноги ужасно дрожали от усталости, и он упал на колени, тяжело дыша. Тем не менее, он был благодарен судьбе за то, что пережил такое мучительное испытание. Пытаясь восстановить дыхание, он услышал какой-то звук рядом с собой. Он сразу же посмотрел в ту сторону и был потрясен, увидев росомаху. Его лицо мгновенно побледнело. Животное взглянуло на него и почти сразу же развернулось и убежало. Джон смотрел ему вслед, пока животное не скрылось из виду, а затем медленно осело на землю. Он все еще не полностью восстановил свои силы. Он не знал, где находится, но собирался поискать кого-нибудь, как только у него появятся для этого силы. Вскоре он поднялся на ноги и начал ходить по комнате,
надеясь найти кого-нибудь, кто мог бы ему помочь, ему. Все, что ему было нужно, это чтобы кто-нибудь одолжил ему телефон, чтобы он мог позвонить своей секретарше и попросить ее заехать за ним. Однако, пройдя несколько минут, он осознал ужасающую правду. На острове не было домов. По сути, он был единственным человеком на острове. Ему еще предстояло увидеть другую живую душу или хотя бы признаки того, что на острове живет кто-то еще. На деревьях росли спелые плоды, и многие из них лежали на земле. Они все сгнили, потому что некому было их есть. Не было никаких следов, кроме его собственных. Это был необитаемый остров. Лицо Джона побледнело, когда его осенило. Без лодки он даже не знал, как начать планировать свое путешествие домой. За все годы работы рыбаком и бизнесменом Джон ни разу не подозревал, что когда-нибудь окажется в подобной ситуации. В конце концов, никто из его предков никогда не проходил через такое испытание на море. Джон происходил из давнего рода рыбаков. Он был заинтересован в том, чтобы продолжить семейное дело и стать рыбаком. Однако, став старше, он решил, что хочет идти в ногу со временем. Он собирался еще раз порыбачить. Он купил все, что ему было нужно, и в конце концов отправился в плавание. К сожалению, из-за неожиданного характера поездки он не позаботился о погоде. Он так долго не был на море, что от него ускользали мельчайшие детали, и он дорого за это заплатил. Он был бессилен перед мощными волнами, которые обрушивались на него. Единственная причина, по которой он не утонул, заключалась в том, что он ухватился за бревно. И теперь он был заперт на необитаемом острове, не имея ни малейшего представления о том, как добраться домой. Он очень сожалел о своем решении сделать перерыв. Если бы он пошел на работу как обычно, то примерно в это же время собирался бы идти домой. Однако он покачал головой, отказываясь жалеть себя. Он собирался придумать выход. Это был только вопрос времени. Он продолжал бродить по острову, пытаясь найти что-нибудь, что помогло бы ему вернуться домой. Когда он проголодался, он сорвал фрукты с многочисленных деревьев, которые их окружали, и наелся до отвала. Но животное было таким быстрым, что бросилось в лес и исчезло. Однако Джон продолжал идти. Он срывал с деревьев фрукты и с удовольствием ел их, пока искал животное. Оглядывая лес, он видел только, что деревьев становится все больше и больше. Он понял, что если возьмет несколько веток, то сможет развести костер. Однако у него не было ничего, чтобы срубить ветки или развести такой костер. Он был совершенно беспомощен, застряв в полном одиночестве на необитаемом острове. Единственное, чем он мог заняться, чтобы скоротать время, это поисками росомахи. Когда он углубился в лес, произошло нечто пугающее. Земля внезапно ушла у него из-под ног. Земля вокруг него провалилась, и вскоре его окружила тьма. Мир Джона погрузился во тьму, когда он провалился в нечто похожее на подземную пещеру. Страх охватил его, и он издал первобытный крик, его легкие горели от напряжения. Отчаянно пытаясь спастись, он начал прокладывать себе путь наружу. Его голые пальцы впивались в мягкую землю с неистовством, порожденным паникой. Каждый глоток земли казался ему вечностью. Пальцы сводило судорогой, и они кровоточили, пока он разгребал грязь. С каждым мучительным дюймом усталость Джона усиливалась. Но он не сдавался, движимый отчаянной потребностью вырваться на свободу. Наконец, после того, что казалось вечностью, Джон увидел проблеск света наверху. Собрав последние силы, он подтянулся вверх, вытаскивая свое израненное тело из зияющей дыры. Когда Джон, задыхающийся и покрытый грязью, выбрался наружу, он встретился взглядом с росомахой. Она расхаживала взад-вперед.
Ее глаза были дикими и встревоженными. Внезапно она упала на землю, перекатилась на бок и издала пронзительный писк. Ее тело напряглось, и она начала напрягаться, зарываясь лапами в землю. Потрясение Джона усилилось, когда он понял, что росомаха беременна, и у нее начались схватки. Ее движения стали более неистовыми. Крики усилились по мере того, как начались схватки. Вскоре у мамы росомахи начались роды. Ее тело напряглось, когда через 20 минут после родов появился первый котенок. Она вылизала его дочисто и снова принялась ходить, дав жизнь второму котенку через 30 минут. Здесь. Джон стал свидетелем чуда рождения, не произнеся ни слова, все еще слишком потрясенный пережитым испытанием, чтобы пошевелиться. Он с трудом мог поверить в то, что с ним происходило. Сначала он попал в шторм, затем оказался на необитаемом острове и провалился под землю. И вот теперь он наблюдал за родами росомахи. Это было похоже на кошмарный сон, но, ущипнув себя, он понял, что на самом деле проснулся. Через 20 минут после этого росомаха Джон принял третьего котенка, но тот родился мертвым. Мать обнюхала безжизненное тельце, затем переключила свое внимание на 2 живых котят, интенсивно облизывая их и обнюхивая носами, настороженно глядя на Джона. Он видел, что молодая мать голодна, хочет пить и устала. Он немедленно побежал за рыбой для животного, зная, что ей нужно восстановить силы. Когда он вернулся с рыбой, животное проигнорировало его. Она оскалила на него зубы, но не так свирепо, как могла бы, из-за того, насколько она устала. Джон продолжал пытаться завоевать ее доверие, пока она, наконец, не взяла у него рыбу и с жадностью не съела ее. Наблюдая, как она ест, он задавался вопросом, как росомаха попала в ловушку на острове. Он был уверен, что она была там единственным животным, не считая своих детенышей и, возможно, своего супруга, которого, однако, нигде не было видно. Что она ела и пила, чтобы выжить? Сможет ли она кормить своих малышей грудью в таких условиях? Джон знал, что жизни росомах находятся под угрозой. Ему нужно было найти способ покинуть остров для всех них. Теперь дело было не только в нем, но и в спасении этих заблудших душ, которые теперь зависели от него, чтобы добраться до цивилизации. «Я скоро вернусь, обещаю», — сказал он маме росомахи, и она посмотрела на него так, словно поняла. Он повернулся и продолжил свою экспедицию, прочесывая пустой остров. На лодке были заметны следы недавнего технического обслуживания, что наводило на мысль о том, что кто-то недавно доставил ее на остров. Он поднялся на борт и осмотрел все. Поверхность была покрыта тонким слоем грязи, но с первого взгляда Джон понял, что ему удалось добраться домой. Но это было еще не все. Там было еще много интересного. Продолжая поиски, он наткнулся на упаковку воды в бутылках, которая, по-видимому, была оставлена специально для него. Не колеблясь, он схватил одну и выпил ее большими глотками, опустошив в мгновение ока. Он повторил процесс со второй бутылкой. Вне себя от радости. Он почувствовал, как прохладная вода смягчила его пересохшее горло. Его удача казалась почти невероятной. Он взял третью бутылку, на этот раз для росомахи. Он нашел в лодке маленькую миску и принес ее с собой. Держась на безопасном расстоянии, он налил в миску воды и поставил ее рядом с логовом росомахи, чтобы не спугнуть ее. Мать росомаха осторожно вышла из воды и, прежде чем подойти к миске, пристально посмотрела на Джона. Воспользовавшись компасом, он проложил курс домой. Несколько часов спустя он добрался до городского причала, где его тепло поприветствовал управляющий.
«Слава богу, вы в безопасности», — воскликнул управляющий. «Мария сообщила, что вы пропали без вести после шторма». Джон рассказал о своей встрече с таинственной лодкой, но менеджер только усмехнулся. По его словам, это судно для экстренной помощи, предоставленное правительством. Из-за сильных штормов люди часто оказываются в затруднительном положении на этом острове. Чтобы предотвратить голод, правительство предоставило лодку и припасы, включая воду в бутылках, для тех, кто может в них нуждаться. Это было настолько продумано, что Джон не смог сдержать улыбки. Он сообщил управляющему о пойманной росомахе, и они незамедлительно начали принимать меры по спасению животных. Была собрана спасательная команда, и они отправились на спасательной лодке обратно на остров. По прибытии они обнаружили росомаху и ее детеныша, но, к сожалению, один из малышей скончался. Глаза Джона наполнились слезами, когда он смотрел на крошечное тельце, охваченный чувством вины и сожаления. Ветеринар. Он чувствовал себя так, словно подвел это маленькое существо и задавался вопросом, решило ли его несвоевременное возвращение его судьбу. Тяжесть. Что если раздавило его, и он не мог избавиться от чувства ответственности за гибель детеныша? Ветеринар осмотрел выживших животных и определил, что они все еще больны. Особенно плохо было матери. Джон поинтересовался, как росомаха оказалась на острове. Ветеринар объяснил, что из-за близости заповедника к морю росомахи часто заходят слишком далеко во время игр и поиска пищи. В этом случае мать росомаха, возможно, попала в тот же шторм, который привел Джона на остров. К счастью, росомахи – отличные пловцы, что позволило ей пережить сильные штормовые волны, несмотря на беременность. Джон был глубоко впечатлен замечательным подвигом росомахи и решил назвать ее Дианой, вдохновленной именем жизнерадостной и решительной героини комиксов «Чудо-женщина». Это название отражало непоколебимую решимость животного, которая в конечном итоге обеспечила ему выживание. Когда солнце начало садиться, эксперты по дикой природе осторожно накачали Диану и ее детеныша успокоительным, обеспечив их безопасную транспортировку. Затем они поднялись на борт лодки в сопровождении Джона и спасательной команды. Эксперты приложили все усилия, чтобы свести к минимуму стресс и обеспечить безопасность росомахи во время путешествия. Джон испытывал чувство удовлетворения, зная, что его мучительный опыт на острове позволил ему извлечь ценные уроки о природе и сохранении диких животных. Его уважение к росомахам росло в геометрической прогрессии. Он дал себе молчаливое обещание внимательно следить за Дианой, установив с ней прочную связь. В тот момент она обрела в лице Джона не только защитника, но и друга. Что касается Джона, то он знал, что никогда больше не отправится к морю, не посмотрев предварительно прогноз погоды. Какая увлекательная история. Что бы вы сделали на месте Джона? Вы когда-нибудь терялись в месте, которое казалось совершенно необитаемым? Дайте нам знать в комментариях ниже.